Привет, с вами Михалыч, а в этом видео я расскажу вам о тонкостях утепления стяжки под теплый пол. Расскажу, как правильно и чем это сделать, покажу некоторые хитрости, которые можно использовать при утеплении пола. Ну и конечно же все покажу в подробностях. А у кого останутся вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием на все отвечу. Ну и во-первых, какой толщины утеплитель подобрать для утепления пола? Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол. В отличие от обычного пенопласта, он очень плотный и не дает усадки со временем, тем более под нагрузкой. Минимальная толщина, которую можно использовать под теплый пол, это 4 см. Толщины его будет достаточно для того, чтобы через него не проникал холод вверх стяжки теплого пола, а также чтобы нагретый теплый пол не отдавал свое тепло вниз, в землю или в черновую стяжку. Здесь, кстати, думаю, у вас будет вопрос, можно ли экструдированный пенополистирол сразу стелить на землю, затем раскатывать теплый пол и делать стяжку. Лично я не советовал бы так делать. В любом случае нужно сделать черновую стяжку, а уже на нее клеить пенополистирол. Так пирог стяжки будет крепкий. И даже если под черновой стяжкой будет какая-то усадка, то весь этот пирог теплого пола сохранит свою форму и не деформируется. В отличие от того, если укладывать пенополистирол сразу на грунт, который может впоследствии просесть, с ним и пенополистирол, а у вас в стяжке водяной теплый пол, который также просядет, стяжка лопнет и лопнет теплый пол. И все, вы остались без контура отопления. Но вообще-то, когда вы сам себе строитель, можно делать что угодно. Ответственность за свою работу вы несете сами. А я же рассказываю, как делать правильно. Теперь, собственно, расскажу, как его клеить. Для этого я использовал две гребенки. Одна 12 мм для приклеивания пенополистирола на черновую стяжку, а вторая 8 мм для приклеивания второго слоя. Кстати, вот сейчас расскажу вам несколько хитростей, которые я использовал в утеплении пола. Я выбрал толщину пенополистирола 3 см. Именно с этой толщины уже пенополистирол идет замками. А укладывая пенополистирол в 30-ку, я в два слоя. Причем вторым слоем внахлёст перекрываю первый. А хитрость заключается в следующем. Во-первых, такое решение было принято с тем, что проводку я проводил по полу. И соответственно в первом слое утеплителя вся проводка и скрывается, а вторым слоем полностью перекрывается. Также двухслойное утепление позволяет перекрывать швы первого слоя вторым слоем. Например, первый слой мы выкладываем в длину комнаты, а вторым слоем перекрываем в ширину комнаты. А клеил я на обычный клей для пенополистирола. Когда клеите на черновую стяжку, на ней может быть пыль. Для этого стяжку нужно вымести, и чтобы клей быстро не высыхал, стяжку предварительно нужно смочить. Таким образом, адгезия к поверхности будет намного лучше. Грунтовать не надо. Сначала при помощи обычного шпателя я наносил ляпухи, а потом их притирал к полу. Затем гребенчатым шпателем равномерно разравнивал клей, и самое главное, здесь разравнивать нужно в какую-то одну сторону, чтобы полосы были ровные, так как если нанести полосы хаотично, либо же делать какие-нибудь круги, когда полосы пересекаются, то тогда пенопласт будет, во-первых, клеиться неровно, а также будет плохо клеиться, так как в местах поворота гребенки будет скапливаться воздух, которому некуда будет выйти из-под пенопласта. Так что запомните этот совет и не допускайте данную ошибку. Теперь обратите внимание, когда я проклеил первый слой утеплителя, как видите, все провода у меня находятся ниже плоскости утеплителя. Но в будущем, чтобы кабель не пробить или каким-то чудным образом не повредить его, я все пустое пространство между кабелем и утеплителем заполнял раствором, а также обломками и обрезками от пенополистирола. Для чего это нужно? Ну, во-первых, чтобы следующий слой утеплителя не проваливался в эти ямы, а ложился по плоскости. Ну а во-вторых, когда раствор застыл и мне пришлось поверх этого слоя выставлять маяки для заливки чистового пола, также способ будет очень интересный для вас, скоро выйдет видео, то я сверлил саморезами, и вот там, где попадал на кабель, я сразу упирался в раствор, и саморез не повреждал гофру, кабель, потому что он не мог пройти толщину раствора. И таким образом не нужно фотографировать, либо же намечать, где у вас проходят кабели. Вы их не повредите под толще раствора. Ну а затем под гребенку восьмерку, так как здесь нужен слой более минимальный, чем первый, так как первый идет по черновой стяжке и могут быть неровности, поэтому я использовал гребенку с 12 зубом. Здесь же все идет уже по плоскости и расход клея минимальный. Еще один момент, когда вы прикладываете пенополистирол на клей, хорошенько его простучите руками, либо же просто можно по нему потоптаться ногами, чтобы он максимально плотно приклеился.
И вот, собственно, как видите, вся комната оклеена в 2 слоя. Кстати, по уровню выводить пенополистирол не нужно, он просто должен лежать в плоскости, так как затем будет еще чистовая стяжка, она уже будет выставляться по маякам. За один день в умеренном темпе, с 8 часов утра до 4 часов вечера, мне удавалось оклеить 25 квадратных метров пенополистирола в 2 слоя, итого 50 квадратных метров. Больше всего времени затрачивалось на то, чтобы клеить первый слой, так как он намного толще, и поэтому замешивать раствор приходилось намного чаще. Кстати, несколько плюсов и минусов в приклеивании утеплителя на клей вместо пены. Первым плюсом и самым главным является то, что клей, когда высыхает, он уже не деформируется, держит плоскость и уже не будет никаких проседаний. А под теплый пол главное, чтобы утеплитель не двигался и не шевелился, поэтому можно использовать даже самый дешевый клей. А минусом является то, что его нужно очень часто замешивать, на это тратится время, также ведра тяжелые таскать. А что касается приклеивания утеплителя на клей-пену, здесь плюс заключается в работе, так как с пеной очень легко работать, весит она мало, хватает намного, но со временем она дает усадку, это же пол, это не стены. А это в свою очередь вызовет трещины на финишном покрытии теплого пола, а это уже минус. Также для тех, кто досматривает видео до конца, расскажу еще одну ошибку, которую ни в коем случае не стоит допускать. Друзья, на черновую стяжку нельзя просто укладывать пенополистирол, не приклеивая его. Во-первых, стяжка в любом случае черновая ваша неровная. Полистирол не будет плавно прилегать. Когда вы будете раскручивать теплый пол, а вы в любом случае будете использовать трубу PEX сшитого полиэтилена, даже если будете использовать и металлопластиковую, то все равно при раскручивании она достаточно упругая, и неприклеенный утеплитель будет с ней подрываться. И вы ой как сильно намучаетесь и в конечном итоге приклеите его. Просто многие знатоки в кавычках говорят, что зачем же клеить пенополистирол, если потом стяжкой придавится. Но если не будет теплого пола, это еще куда ни шло. А если будет теплый пол, то вы намучаетесь. Также из-за больших неровностей, если не приклеивать утеплитель и все-таки каким-то чудным образом уложить теплый пол и затем сделать стяжку, то не сразу, а со временем вы получите проседание. И опять же, теплый пол, хоть водный, хоть электрический, лопнет, будет разрыв, и автоматически ваш теплый пол превратится в обычный. Поэтому на таких вещах не нужно экономить. Так что если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. Но также, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, ведь скоро вас ждут видео о прокладке электрики, о правильной укладке теплого пола, о утеплении чердака и много-много других полезных и интересных видео, которые вам точно пригодятся, если вы собираетесь делать ремонт, либо же строить дом. Поэтому на этом у меня все. Я вам желаю удачного дня, до встречи в новых видео, пока!